Всем привет! Это канал Wild Guitar, и сегодня я записываю обзор гитарного плагина Friedman BE100 производства компании Brainworks. Данный плагин является эмуляцией гитарного лампового усилителя Friedman BE100 производства компании Friedman. Данная модель усилителя была произведена Дэйвом Фридманом в начале 90-х. Данный плагин отличается довольно-таки высоким качеством звука, большим функционалом, удобным и интуитивно понятным интерфейсом, ну и вполне презентабельным видом. Давайте посмотрим на этот плагин. Сейчас я его открою. Вот так выглядит этот плагин. Здесь мы видим секцию усилителя. Настройки довольно-таки стандартные для любого гитарного усилителя. Данный усилитель имеет блок цифровых эффектов. И в левом верхнем углу мы видим Noise Gate или шумоподавитель. Здесь мы видим индикатор срабатывания гейта, кнопку включения и выключения этого эффекта. Далее у нас идет ручка Threshold, которая регулирует уровень срабатывания эффекта, то есть уровень громкости, при котором данный эффект включается. Далее у нас идет ручка Range, которая регулирует степень шумоподавления, то есть уровень, на который будет подавляться сигнал. И также здесь есть тумблер, который переключает режимы работы Noise Gate, то есть меняет его положение в цепи. Он может работать как перед усилителем, так и после него. То есть он может обрабатывать сигнал до входа в усилитель в режиме Pre и сигнал на выходе усилителя, то есть в режиме Post. И его можно отключить. Ну, точнее, данный режим можно отключить. Далее у нас идет секция частотного фильтра. Здесь у нас две ручки Tight и Smooth. Ручка Tight регулирует уровень полочного фильтра низких частот. То есть тот фильтр, который срезает низкие частоты. А ручка Smooth регулирует уровень среза высоких частот. И также данный частотный фильтр имеет тумблер, который позволяет обрабатывать сигнал либо на входе в усилитель, либо на выходе. Далее мы видим секцию цифрового усилителя. Здесь у нас есть кнопка включения-выключения усилителя, кнопка Tab, при помощи которой мы можем мышью нащелкать нужный нам темп. Далее у нас идет ручка Time, которая регулирует длину сигнала, точнее длину дилея. Мы можем выставить значение вручную, набрать его или синхронизировать длину дилея с темпом, установленным в проекте. Также в блоке цифрового дилея есть ручки, которые позволяют регулировать соотношение чистого и обработанного сигнала, это ручка Mix, количество повторений, да, ну, то есть уровень обратной связи, feedback и очень интересный параметр Lo-Fi. Данная ручка регулирует уровень качества эффекта, если так можно выразиться. То есть мы можем искусственно занизить качество при помощи этой ручки и таким образом создать винтажный характер звучания данного усилителя. Вообще надо сказать, что данный эффект был смоделирован на основе винтажного дилея, если верить производителю, по крайней мере так написано в инструкции. Ниже у нас идет секция общих настроек предусилителя и усилителя. Здесь мы можем выбрать режим работы усилителя с отключенным предусилителем или с отключенным оконечником. Кроме того, ручки, которые есть в данной секции, позволяют регулировать уровень входного и выходного сигналов. Ну а теперь давайте перейдем к последней секции рэка-эффектов. Это секция импульсов гитарных кабинетов. Вот она, эта секция. Что вы можете делать в секции импульсов гитарных кабинетов? Во-первых, вы можете выбрать один из 105 встроенных импульсов гитарных кабинетов из выпадающего списка. Вот он. Лично я использую один из встроенных импульсов гитарных кабинетов для своих пресетов. Кроме того, вы можете переключаться с одного импульса гитарных кабинетов на другой при помощи данных кнопок. Также вы можете посмотреть информацию о том, как был записан выбранный импульс гитарных кабинетов, нажав вот эту кнопку.
Вот здесь мы видим информацию о том, как был записан выбранный импульс гитарных кабинетов. Также вы можете отключить данную секцию, то есть сделать загрузчик импульсов плагина неактивным и, например, воспользоваться каким-то сторонним загрузчиком импульсов кабинетов. И кроме того, данный плагин имеет, на мой взгляд, уникальную опцию. Это возможность автоматического переключения импульсов гитарных кабинетов. Нажав вот эту кнопку, вы запускаете данный режим. Вы также можете указать периодичность смены импульсов гитарных кабинетов в тактах в соответствии с темпом, заданным в проекте вашего секвенсора. Ну а теперь я продемонстрирую, как работает данная опция. Собственно, вот так работает эта функция. Данный плагин содержит ряд встроенных пресетов. Давайте послушаем, как они звучат. Вот так звучат заводские пресеты данного плагина. Я тоже подготовил ряд пресетов, предназначенных для тяжелых стилей музыки, и сейчас я вам их продемонстрирую.